Добрый вечер. Меня слышно, видно. Я вас приветствую. Тех, кто меня видит и слышит. Надеюсь, все хорошо. Мы, как обычно, на двух платформах, на YouTube и на ВК. Я попробовал сделать еще и Twitter в этот раз, но у меня не получилось. Что-то там с этим стриминг URL. Я не смог разобраться, ChatGPT мне не помог. Может быть, в следующий раз попробуем добавить еще Twitter. Мне кажется, Twitter тоже популярен для стриминговых историй. Как обычно, мы 1 час тратим на вопросы и ответы. Вы спрашиваете в текстовом режиме, я отвечаю голосом. Темы, на которые я могу поговорить, это управление командами программистов, программирование, архитектура программно-аппаратных систем, объектно-ориентированное программирование, ну и о жизни, о философии, может быть, о карьере, о карьерном росте. Вас это волнует все чаще и чаще. Поскольку вопросов обычно больше, чем нашего эфирного времени, поэтому я решил, что я буду некоторые вопросы просто проходить мимо и на них не отвечать, если они дублируют то, что мы уже обсуждали на предыдущих выпусках, либо они просто неинтересны, либо касаются сугубо меня лично и никак не могут помочь сообществу в личном росте и в решении производственных задач. Поехали. Вопрос первый. Знаком ли ты с законом Брукса, спрашивает меня зритель. Кратко об этом законе. Затраты на взаимодействие между программистами растут квадратично с увеличением их числа. Видишь ли ты причины и решения этой проблемы? Речь идет, видимо, о Фредерик Брукс, автор книги «Мистический человека-месяц». Действительно, я читал эту книжку, и она во многом прав. Автор. Действительно все так. Почему это происходит, я думаю, понятно, и автор это объясняет. Потому что связей между программистами становится все больше при росте их числа. И для обслуживания этих связей, для поддержания в целостности этой всей экосистемы приходится прикладывать много усилий, и количество этих усилий возрастает геометрически. И мы только и занимаемся в итоге, что обслуживаем эту команду, в основном раздавая информацию участникам команды. Я думаю, в этом главная причина. В неспособности, неумении, нежелании менеджеров и участников команды сделать так, чтобы информация циркулировала по проекту свободно. Нежелание связано с тем, что это приведет, безусловно, к утрате устойчивости каждого эксперта на своем рабочем месте, если информация станет всем доступна и станет в удобном формате доступна. Это первое. И второе, конечно, неумение. Поскольку люди не привыкли к системам, в которых информация свободно распространяется, то они эти системы и строить не умеют, и работать в них не умеют. Поэтому, да, закон вполне себе действует и сейчас. Если вы хотите этот закон победить, то вам нужно сделать так, чтобы каждый сотрудник следовал своей цели. И вы, как руководитель команды или как участник команды, должны это обеспечить. Вы должны культивировать здоровый эгоизм в команде. Каждый имеет свою цель, и эту цель достигает. И ему должно быть совершенно фиолетово на то, какие цели у других участников команды. Все теории о том, что мы должны работать в команде, мы должны идти все вместе к единой цели, все это достижимо только при условии, что каждый участник команды в своем строго эгоистичном и строго самостоятельном порыве к своей личной цели будет понимать ее достижимость и будет понимать, как ему усилия прикладывать, чтобы эту цель достичь, и какую информацию ему нужно для этого иметь, и кому эту информацию нужно передавать. И будет бороться за этот доступ к информации. Если же вы культивируете принцип «у нас единая команда, мы все вместе», и поэтому не нужно здесь делить на личности, не нужно делить на роли, не нужно делить на участников, мы все единый коллектив, и вот не нужно здесь индивидуализма, то вы потеряете в итоге, собственно, управляемость команды и получите закон Брукса, который уже 40 лет как действует. Следующий вопрос. Я некоторые пропускаю. Здесь вопрос про 1С. Мы говорили о ней много раз, поэтому проходим дальше.
В начале книги Junior Objects вы резко выступаете против компьютеров с Windows, и настойчиво рекомендуете MacBook. Вопрос: MacBook потому что macOS Apple или потому что Unix? Разве Linux чем-то хуже? Когда я писал эту книгу, а это было лет 5 назад, макбуки были немножко другие. А когда я задумывал эту книгу, это когда у меня формировалось это мировоззрение еще 5 лет назад, а может быть даже 10, то макбуки были еще другие. То, что вы сейчас имеете в формате макбуков и вообще техники от Apple, это, конечно, совсем не то, что было раньше, не то, что было 10 лет назад. 10 лет назад это было и то, и другое. Это было и Linux, Unix внутри, и само оборудование. Это был, в общем-то, качественные операционные системы и качественное железо. Это были приятные кнопки, это был приятный экран, это был приятный корпус, это все было очень приятно на ощупь, и от этого было огромное удовольствие от работы за компьютером. А это то, к чему я призываю в этой книге. Я призываю вас, как программистов, стать теми, кто получает удовольствие от написания строчек кода ежедневно. Чтобы вы просыпались с утра и хотели сесть за компьютер. И вечером вы не хотели бы от него отходить, чтобы вам просто приходилось отходить от компьютера, потому что пора спать. Но хотелось бы выспаться и сразу с утра сесть снова за компьютер. Это давал нам 10 лет назад MacBook. Сейчас, к сожалению, он этого не дает. У меня есть видео на моем же канале, здесь на YouTube. Этому видео 2 года, где я резко критически отзываюсь о MacBook M1, который я купил и тут же вернул его. Через пару дней вернул продавцу, потому что он совершенно контрастировал с тем, что у меня было до этого. У меня была модель 2013 года. Еще когда был Стив Джобс, я его купил. А потом я купил M1 2022 года или 2022, да. И это был кошмар. Это совершенно две несопоставимые вещи. И по качеству операционной системы, и по качеству самого железа, самого корпуса, клавиатуры. Так что сейчас осталось только одно, что я рекомендую. Это, конечно, операционная система. Это все-таки Unix. И работать на Windows с их операционной системой, с их файловой системой, с их многозадачностью, которая не многозадачность совершенно. Но это я не представляю, как вы с этим справляетесь, если вы программист и пишете и работаете на винде. Я этих программистов просто не понимаю. Мне кажется, это из какой-то другой планеты люди. Из другой категории, другой класс людей, которые работают на винде. Как программисты. Может быть, если вы секретарь, и вам нужно в салоне красоты отмечать посещение клиентов, то да, Windows вам вполне подойдет, потому что там можно еще и в минера этого поиграть, и пасьянс разложить. Это удобно. Но когда вы кодер, то как можно на этой системе, которая... У меня есть компьютер на Windows. Мне для работы нужен еще и Windows компьютер. Я его открываю и стараюсь закончить с ним взаимодействие максимально в короткие сроки. За пару минут и закрываю тут же, чтобы не видеть этот кошмар. Я нажимаю кнопку, и у него реакция полсекунды, секунда. Я открываю окно, он может пару секунд открывать это окно. Я нажимаю кнопку «Старт», и я вижу, как он отрисовывает это появляющееся меню. При том, что компьютер современный, новый, там 16 гигабайт памяти, там i7, Intel процессор. Я на нем не ставлю никакие игры, я на нем не программирую, там нет никакого IDE, там нет кода, нет Java. Он чистый, там только стоят винды и браузер. И он еле шевелится, этот Windows компьютер. Вы мне скажете, что я его не умею настраивать, но я его не настраивал. Я купил из коробки, открыл, запустил этот браузер, понажимал кнопки, и он стал тормозить. Там просто в файловой системе двигаешься от файла к файлу, и он думает после каждой кнопки, как будто я в 97-м году нахожусь. Вот как будто у меня Pentium из 90-х годов. Он тоже так тормозил. Ну, тогда мы это терпели. Я помню, что когда была реклама макбуков, когда вы, может быть, не помните, были такие белые макбуки сначала, такие они были как, смешные такие, толстые корпуса у них были, и они такие как дутые такие лягушки были, подушки, лягушки. И после них появился вот тот корпус, который мы сейчас знаем. Был такой переход от этих толстых подушек, переход к корпусу алюминиевому, как сейчас, и в таком дизайне рубленном. И я помню рекламу, которая была в магазинах Apple, в Apple Store. Стоял ноутбук, и на нем одновременно в 3 окнах шли 3 фильма, 3 видеоролика. Они были зациклены, они играли в 3 одновременно окнах. Для нас, я тогда перешел на Mac, я был на винде до этого. И это для нас было просто невероятное открытие. Как это может быть, что ноутбук показывает 3 видеоролика одновременно?
Этого никто не знал, не видел, это было невозможно представить. И вдруг оказалось, что такая мультизадачность возможна. И, конечно, все, это всех, я помню, как впечатляло, и многие перешли на Mac, и там и остаемся. Но сейчас это, винды в сторону, но Mac сейчас по-прежнему остается таким же многозадачным, и, конечно, там, Unix операционная система. Следующий вопрос. Как разработчику заработать $1 миллион? Разработчику никак не заработать $1 миллион. Такого плана нет, это невозможно. Вы можете, наверное, два пути есть. Вы должны либо пойти так или иначе в менеджмент внутри корпорации, или даже, может быть, не в менеджмент, но в технологическую экспертизу, в которой вы будете все-таки управлять людьми, группами людей. Вы должны стать в позицию, где через вас проходят бюджеты компании какой-то крупной. Допустим, вы какой-то даже можно не называть название, представьте себе крупную корпорацию, и вы в ней сейчас программист. Если вы будете тянуться к бюджетам, то есть общаться с теми людьми, смотреть на те процессы, которые так или иначе занимаются распределением денег, то у вас в итоге получится позиция близкая к большим зарплатам. Вы сможете получать, если брать мировой рынок, то вы вполне сможете получать, миллион, может быть, в год это многовато для технического эксперта. 300, 400, 500 тысяч вы можете в год получать, плюс там всякие налоги, расходы. То есть вы лет за 10, может быть, может быть, меньше даже, заработаете свой искомый миллион. Но вы должны быть не разработчиком, вы должны все-таки видеть себя человеком, который сидит на каких-то финансовых потоках в корпорации. Тогда вам будет больше ответственность, и тогда на вас будут большие зарплаты. Я думаю так. И вы, конечно, должны владеть какой-то технологией, которая приносит корпорации большие деньги. И тогда вам будут такие большие зарплаты давать. Это первый путь. А второй путь – это идите в предприниматели, становитесь стартаперами, тогда у вас шансы на этот миллион появляются, но у вас появляются шансы остаться без штанов. И эти шансы на без штанов, они выше, чем шансы на миллион. Значительно выше. Вы просто начинаете играть в казино. Вы идете в казино и в нем что-то выигрываете, наверное, но в основном вы, конечно, будете проигрывать. И успешные стартаперы, путь успешных стартаперов, он просто выложен погибшими и неудачниками, которые на этом пути сломали копья, разочаровались, вернулись обратно в программисты. По этому пути имеет смысл пойти. Следующий вопрос. Что можешь сказать о душе? Не есть ли это такая же программа в нашем биологическом теле, как софт на ПК? Интересный вопрос, Артем, вы задаете. Я думал об этом и как-то так же пытался для себя сформулировать это. Я думаю, что наш интеллект – это точно софт на ПК. Вот к этому, я думаю, что уже все пришли, к этому пониманию, что мы просто некие лягушки, некие какие-то живые субстанции, как, может быть, условно, тараканы, крысы, мыши, так и мы с вами. Просто у нас внутри находится более мощный интеллект. И этот интеллект способен, как чат GPT, способен просто на большой скорости усваивать большие потоки информации и генерировать новую информацию. Сейчас уже всем понятно, что это ничего божественного в этом нет. В интеллекте никакого участия чего-то неизведанного не предполагается. Еще дайте нам 3-5 лет, и все эти генеративные, generic или general AI, к которому нас готовят, он появится буквально скоро, и все. И дальше мы станем действительно лягушками и крысами, которые не понимают то, что понимает электронный этот интеллект. Вопрос в душе. Вопрос, что же в нас такого, что нами движет. Мы же все-таки скажем так, кибернетики продвинулись вперед здорово. Разобрались в том, как работает интеллект. И, в общем-то, воспроизвели наш мозг в интеллектуальном смысле. А вот биологи не продвинулись, я так понимаю, никуда. Никто не способен воспроизвести жизнь даже самого примитивного живого существа, даже живой маленькой амебы, маленького таракана. Таракан – сложное существо. Мы не можем воспроизвести жизнь, мы не можем искусственно создать что-то такое же, что будет хотеть жить, что будет стремиться продолжать жизнь, что будет стремиться выживать любой ценой, уничтожая соперников, побеждая
проходя препятствия и так далее. Вот этот секрет мы не разгадали. И подозреваю, что это может быть неразгадываемая какая-то история, как создать... И вот это и есть, видимо, душа. Это и есть в нас что-то биологическое. То есть к интеллекту душа не имеет отношения. Интеллект есть у машины, но души там нет. Но у нас есть какая-то биологическая, в нас еще есть биологическая компонента, которая нас держит живыми. Удерживает в состоянии самостоятельного желания оставаться живыми. Вот так. Так что из двух частей мы состоим как будто бы. Из интеллекта и из второй, из биологической части. Вот с ней большие вопросы. Как ее воспроизвести, как понять, что она такое. Следующий вопрос. Работали ли вы по контрактам? И что скажете об IT-компаниях, которые специализируются на государственных заказах? Спрашивает Антон. Я работал по контрактам. Я первые несколько десятков лет своей карьеры работал, просто организовывая работу по software development для стороннего заказчика. Я не был наемным сотрудником. Я строил команды, организовывал команды, строил компании, одну, вторую, и мы делали софт на заказ. Так что я в контрактах понимаю. В государственных заказах я не участвовал массово. Я видел, как в них участвуют, но так, чтобы я лично ставил подпись под заказом, где государство платит деньги, такого у меня не было. Что я думаю об этом, об IT-компаниях? Я думаю, что это, наверное, неплохо работать на государство. Вы как бы таким образом на народ работаете непосредственно, не опосредованно, не через коммерческую структуру, которая потом людям что-то дает, а вы как бы напрямую идете ко всей массе людей в государстве и даете им то, что нужно. При этом, конечно, у вас сложности, потому что понимаем мы все, что коррупция высокая с одной стороны, а с другой стороны трусость чиновников из-за страха перед антикоррупционными мерами, она, конечно, выше, чем в коммерческих структурах. В коммерческих структурах что с ним будет, если он закажет какую-то работу, и вы ее не выполните? Вы подрядчик. Что с ним будет? В крайнем случае его уволят. Это в основном их не увольняют. В основном будет какое-то там решение, новые бюджеты будут выделены, как-то будут разбираться. А если это госзаказ, то прокуратура будет этим человеком заниматься. Но он же, конечно, этого боится. Поэтому он будет стараться сделать так, чтобы документов, контролирующих вас и процессов, будет в 5 раз больше или в 10, чем нужно, чем требует здравый смысл. И вы потратите, конечно, много времени на это. Но вы получите интересный опыт. Вы получите интересный опыт войны, такой конструктивной войны с этими бумагами, с этими процессами. Вы увидите, как это работает. Вы пройдете интересную школу, узнаете, что такое требование, что такое ТЗ, что такое техническая документация, что такое приемка, что такое акт приемки передачи, что такое поверочные испытания. Много очень интересной информации у вас осядет, и вы опыт получите. Так что я бы не отговаривал бы от таких контрактов. Если они получаются, если вы можете их заключить, работайте. Будет интересно, точно. Следующий вопрос. Так, про PHP. Я в PHP не специалист, поэтому проходим дальше. Так, про Data Engineer тоже не знаю. Это мы тоже обсуждали. Наверное, интересно. Что я думаю о архитектуре как код? Architecture as a code. Я думаю, что это классная идея. Сделать так, чтобы внутри вашего исходного кода была информация об архитектуре. Даже недавно у меня в Telegram в канале я постил буквально, может быть, неделю назад вопрос, который я задал на Stack Overflow и который мне там задаунвоутили и закрыли. Но вопрос интересный, судя по реакции комьюнити. А вопрос следующий. Как сделать так, чтобы мой юнит-тест, который тестирует какой-то Java модуль, гарантированно не пытался установить внешние соединения с каким-то IP-адресом. То есть я хочу сделать так, чтобы модуль, который я разрабатываю, во время своего тестирования был действительно изолирован от зависимостей. И это здорово бы проконтролировать не на уровне документации, а
техническими жесткими ограничениями вокруг этого модуля. Добавить какой-то контроль архитектурный, чтобы у меня внутри в программе было написано, эти такие-то барьеры здесь стоят, и выход за них приведет к рантайм ошибки во время тестирования. Мне даже посоветовали инструмент, Arc Unit называется. Прикольный инструмент, я посмотрел его кратко, пока не успели применить, но я думаю, что попробуем в ближайшее время. То есть такие уже решения. Можно прямо на этом Arc Unit написать некий код на Java, в котором рассказать, как я хочу видеть свои зависимости во время рантайма. И дальше этот тест запускается на этом Arc Unit, и он, глядя на байт-код, как я это понимаю, он смотрит, достаточно, я так понимаю, несложный анализ, он из одного блока кода, имея байт-код, он переходит дальше и пытается найти, есть ли выход через какие-то границы проход, и есть ли выход на другой модуль. Он, конечно, может ошибаться, я так понимаю, благодаря рефлекшену мы можем какие-то вещи делать, которые он не поймает. Но, наверное, в общем случае он работает хорошо. Так что я целиком и полностью за такие решения. У меня даже был проект, наверное, лет 12 назад. Я делал проект, REMPL он назывался, REMPL. Он уже не в open source, даже тогда еще GitHub не было, поэтому он не выложен на GitHub, потому что не было GitHub. И я там делал, концепция была такая, чтобы внутри программного кода, прямо в комментариях, для Java это было в то время, прямо в комментариях описывать на определенном языке, на DSL, собственном языке, описывать, что я ожидаю, что будет в архитектуре этого модуля происходить, а что нельзя, чтобы происходило. И дальше во время сборки, компиляции или, может быть, выполнения происходит контроль, выполнили мы эти условия или нет. Это, думаю, что это здорово. Но надо понимать, что эти все системы, они разбиваются о банальную лень, глупость и просто неряшливость обычных программистов. Мы вот ровно сегодня общались с одним моим коллегой, он работает в проекте, где уже 20 человек программистов, и уже этому проекту 5 лет. Вот они разрабатывают, и там участвуют люди из нескольких стран. И я у него спрашиваю, кто у тебя в проекте наиболее качественный код пишет, кто у тебя, эксперт по качественному коду. А он говорит, да никто у меня не эксперт по качественному коду, все пишут плохой код. А я говорю, как же так, ты же понимаешь, а он руководитель этой команды, ты же понимаешь, что они пишут некачественный код, почему ты не сделаешь что-то с этим, раз ты-то знаешь, что такое качество. А он говорит, как сделать, если код уже написан, если уже 90% кода написано плохо. Вот приходит ко мне pull request, например. Я этому человеку говорю, здесь ты неплохо сделал, здесь. Но он же тут же говорит, вот же этот файл, я его редактировал, он весь так написан. Почему мне нужен этот метод, который я добавляю? Почему мне нужно его написать лучше? Нелогично, да? Выглядит, как будто цепляешься к человеку. И это действительно так. В массе своей программисты хотят просто, чтобы работало, а не чтобы было красиво. А почему? Потому что не видели, что такое красиво. Опыта у программиста работы с красивым кодом практически нет у современного. Программисты не знают, как выглядит красивый код. Они его никогда не видели, с ним не сталкивались. Они видели просто код, просто грязный какой-то код, который можно найти на Stack Overflow, в открытых источниках, в open source библиотеках. Все состоит из какой-то, а еще и коммерческий enterprise софт, там еще хуже, чем в open source. И вот они, насмотревшись этого всего, приходят в какой-то проект, в котором строгие правила архитектуры. Сами понимаете, что произойдет. Они проигнорируют эти правила, удалят их, нарушат их. Должен быть какой-то очень жесткий менеджер, очень высокого авторитета, очень придирчивый, очень педантичный и еще и упертый. Он должен продолжать настаивать на этих правилах. В общем, сложно это, Алексей, не получится. Так, в своем каком-то pet-проекте вы можете поиграться с этим, настроить эту всю architecture as a code, но в реальной жизни у вас мало что выйдет. Следующий вопрос. Не назрел ли момент для создания SAPR для IT, чтобы проектирование было больше похоже на конструирование, а не на самоделку в гараже? Назрел, да. Примерно лет 30 назад назрел этот момент. И вот с тех пор пытаются создавать эти сапры, и что-то как-то не получается. По тем же причинам, которые я только что указал. Программисты просто могут, как та кошка, знаете, да, почему она там
лижет себя? Потому что может. Так и программист. Почему он делает грязный код? Ну, потому что может. Он открывает любой файл в любой точке, вносит любые изменения, делает, в лучшем случае делает коммит, а в худшем случае просто save файл нажимает. Есть и такие программисты. И файл попадает на сервер. Все. И вы спросите у этого программиста, а как же сапр, а как же вот проектирование, а как же конструирование? Он скажет, у меня обеденный перерыв скоро. Все, сами тут конструируйте, я пошел. Ну, масса же шуток. Вот ровно вчера я где-то в Инстаграме смотрел этот шутливый ролик. Какой-то проект-менеджер звонит этому условному Антону, там такой у них, они его высмеивают. Звонит и унижается перед этим Антоном и говорит, Антон, там у нас упал прод, не мог бы ты, а Антон молчит. Он говорит, прод почему-то упал, а мы можем его поднять? А Антон говорит, мы не можем, а я могу. И все молчат и слушают этого Антона. Ну вот это такие придурки управляют нашим IT. Вот такие вот Антоны. Чисто имя нарицательное. Ну потому что он может таким быть. Вот он такой и есть. Вот он считает, что он пуп земли, он настроил этот прод, и он единственный, кто может его поднять. И вы ему придете и расскажете про этот сапр для IT, а он вообще, у него в голове проблемы. У него эго такой величины, что он никакие, даже он диалог не может вести в каком-то конструктивном ключе. Ну, в общем, не получится у нас сапр для IT. Следующий вопрос. Так, ну здесь я не пойму, утверждение или вопрос про Илона Маска. Вы сформулируйте вопрос, потому что я так на просто утверждение сложно отвечать. Дальше идем. Так, ну тут обычный вопрос задают, как мне быть, мне предлагают работу, а я сомневаюсь, получится или нет, идти или не идти, идти. Всегда ответ один и тот же. Не в минера, а в сапера играть. Спасибо, Иван. Да, я почему-то помню минера, а оказался, что сапер. Да, он же разминирует, а не минирует. Точно, сори. Почему он майнер называется? Так, что я думаю про язык Swift и язык Kotlin? Я ни тот толком не использовал, немножко поигрался, ничего не знаю. Дальше Максим спрашивает, вы из России? Вот прямо сейчас из Москвы с вами общаюсь. Максим, приезжайте к нам, если вы не из России. Учил ли ты алгоритмы? Если да, то как? Я читал Дональда Кнута, когда был студентом. Ну, можно ли назвать это учение алгоритмом? Я не получал большого удовольствия от этого. Я читал первый том, как-то по диагонали, второй том. Я помню, что это такая задача, она меня не очень возбуждала, вот это алгоритмы все. Видимо, это не моя тематика. Мне нравится больше дизайн софта, собирать все-таки кубики воедино. А вот именно находить наиболее эффективный способ разместить байты в определенном порядке, потому что это будет работать чуть быстрее или сильно быстрее. Я понимаю, какое в этом можно получать в этом удовольствие. Я понимаю, как ICPC программеры наслаждение получают какое, решая эти задачки одну за другой. Но лично мне это не заходит. Так, тут вопрос, у нас тут вокруг офисный планктон. Я не хочу на все закрывать глаза, это вопрос мне задают. Я хочу развивать инженерную культуру у себя и у своих коллег. Вопроса дальше нет. Я полностью поддерживаю ваше желание развивать культуру и свою, и своих коллег. Опять дежурный вопрос. Мне 57 лет. Есть ли случаи по обучению программированию в 57 лет? При этом, что человек совсем далек от IT как такового. Я вам, по-моему, пару роликов назад говорил, вспомните 90-е годы. Люди обучались всему с нуля, и им было не 57, а им было и некоторым 77. Возраст – это совершенно не ограничение. Это может быть ограничением, если вы сами себя убедите в том, что это ограничение. То, конечно, вас будет тормозить ваш возраст, вы будете волноваться, что про вас подумают, и возьмут ли вас на работу, и получится ли у вас. Но не делайте этого.
Наоборот, это здорово, вам 57 лет, значит, у вас богатый опыт, вы в чем-то специалист, вы в чем-то набрались знаний, вы мудрее, чем многие студенты, которые... Ну и у вас мозги, я так понимаю, более организованные должны быть, чем у студента. Вы будете спокойнее, внимательнее и тщательнее прорабатывать материал. Используйте это как сильную свою сторону. Ну да, у вас нет сейчас способности до 5 утра кодить, как это делают студенты. Ну, вот у меня тоже нет такой способности. Я помню, что когда я был студентом, я ложился в 5 утра спать, а просыпался в 9. Спал 4 часа и дальше опять работал. Ну, сейчас я так не могу, я устаю к вечеру. Ну, и все. И это моя, слабая сторона. Так, дальше вопрос. Где девушки познакомиться с айтишником? Девушка, видимо, задает. Как они проводят время и где обитают? Айтишники. Ну, давайте подумаем. Айтишник сейчас, конечно, завидный жених. Он как где-то... Такое сравнение я слышал. Он как ракетир в 90-е, как бизнесмен 90-х, которые были все завидные женихи, несмотря ни на что. Как бы он ни выглядел, какие бы у него интеллектуальные способности ни были, за них все равно выходили замуж, потому что они были обеспечены и с очень большим потенциалом. Так сейчас айтишники. Какой бы он ни был, он, конечно, завидный жених, и нужно хватать его и поскорее под венец. Где их найти, да, для девушки? Я думаю, что я могу о себе рассказать, как у меня получается столкнуться с девушками и где это, мне кажется, могло бы сработать. Это в основном на каких-то айтишных конференциях. Митапы, конференции, встречи. И туда девушки попадают в небольшом количестве. И зачастую они представляют себя как... Так у меня чаще всего бывает. Как то ли это HR, то ли я работаю в какой-то компании, мы проводим какое-то исследование, то ли мы хотели бы вас куда-то пригласить, поговорить. Любые такие темы, которые меня заинтересуют с одной стороны, а с другой стороны, если девушка мне нравится, то я и не против познакомиться. Я думаю, что если девушка действительно хочет за айтишника, ей нужно каким-то образом немного ближе подойти к тематике IT и как-то там кем-то оказаться в этой сфере. Может быть, в HR, может быть, вообще прийти в IT-программистом. Ну, просто тут советовать тяжело, это нужно целую историю пройти по образованию. Может быть, не каждая девушка это захочет. А я как сексист еще и считаю, что не каждой девушке это еще и понравится. Наша вот эта вот грязная работа программиста. Так что, если девушке давать совет, то я бы посоветовал около айтишный бизнес. Туда как-то проникнуть, а дальше вы откроете себе дорогу к тысячам айтишников, немытых, нечесанных. Вот они все ждут вас, вашей женской любви и ласки. Так, идем дальше. Как вы относитесь к алгоритмическим собеседованиям, которые необходимо проходить в крупные компании типа Яндекс? Так ли нужны эти секции? Андрей, я отношусь категорически негативно к алгоритмическим собеседованиям компании Яндекс. При том, что я компанию Яндекс уважаю, но к тому, как они принимают людей на работу, я категорически дизлайк ставлю за весь этот цирк, который, на мой взгляд, заимствован из американских компаний. Я несколько раз проходил собеседование в несколько американских и крупных компаний, типа Amazon, Uber, Google, и несколько раз проходил в маленькие стартапы в Силиконовой долине. И видел, как это организовано. В стартапах это, конечно, быстрее происходит, там обычно это 1-2 интервью, но несколько раз я наткнулся на то, что и несколько интервью. А в больших компаниях это просто серия интервью, один за другим. Я один раз проходил собеседование в компанию Adobe, и это был просто 2 недели у меня это заняло. Это я писал софт для них, Adobe, в Европе это было, в Швейцарии. И писал софт для них, и ездил к ним навстречу в Цюрих. И проводил с ними целый день, целая эпопея, просто целые танцы с бубном вокруг этого всего. Я категорически считаю, что это не должно так выглядеть. Я думаю, что программист должен, мы уже это обсуждали много раз, он должен приносить на собеседование все, что он может о себе сказать. И потому что он принес, можно делать о нем вывод и тут же давать ему оффер в соответствии с тем, что он принес.
И не стесняться давать оффер дешевый 45-летнему программисту, который считает, что он senior developer. И такие кейсы у меня в жизни бывали очень часто, когда приходит толстый взрослый дядька, рассказывает, что он 20 лет там программировал, а 10 лет там программировал, но ты у него спрашиваешь, покажи мне хоть что-нибудь, и он говорит, все под NDA. У меня все под NDA. И ты ему говоришь, ну вот тебе 80 тысяч рублей в месяц, и вот тебе 3 задачки для junior-девелопера. Вот начнем с этого, раз у тебя все под NDA. И он, конечно, глаза закатывает и считает, что я его оскорбил. Но у него действительно ничего нет за его 30 лет. Ну, мы обсуждали это 100 раз уже. Так что я против этих многошаговых интервью. Я это воспринимаю как какое-то... Вы знаете, я даже слышал историю слышал об одной компании на букву «Я», что они проводят одну интервью за другим долго. Всю эту дорогу HR обещает хорошие деньги, хорошую зарплату. А когда вас подводят к конечному интервью, и в итоге вы всю эту эпопею прошли, то деньги вам предлагают значительно меньше в результате. И вы, видимо, такое есть предположение, видимо, такой расчет, что вы уже так устали от этого всего, и вы так уже хотите попасть туда, что вы соглашаетесь на то, что ниже, чем первоначальные деньги, которые вам обещал рекрутер, и та вилка, которую вам озвучивали в начале. И так у меня есть несколько знакомых, которые оказались именно так, вот в одной из компаний, нам известных, примерно по такой схеме. Вначале было предложено одно, с большим потенциалом, с большими бонусами, но потом, когда вся эта картина, вся эта история закончилась, и когда ты уже настроен попасть в эту компанию, когда тебя уже измучили, когда ты уже и жене, и детям, и кошке своей рассказал, что ты в итоге будешь в этой компании работать, и ты уже купил футболку нужного цвета, и ты весь уже заклеил свой компьютер стикерами, и тебе в конце говорят, зарплата будет в 2 раза меньше. И ты такой, да что ж такое, уже бросить эту мечту ты не можешь, ты уже вышел из той компании, где ты был в голове своей, ты уже настроился на полный выход, и все. И получаешь. То есть нужно иметь какую-то мощную такую волю, чтобы в конце сказать, ребята, несмотря на то, что вот как у меня с Adobe случилось. У меня была такая же история. Мне вышли на меня рекрутеры Adobe и сказали, Adobe крупная компания, да, здорово, там, казалось бы, все должно быть хорошо, и мне в тот момент и деньги нужны были, так сказать, у меня были тогда доход достаточный, но я подумал, Adobe, наверное, будет круто. Я им сказал, что я сейчас получаю нормально, у меня, в общем, такой доход, вот там 100 рублей условно. Они сказали, no problem, мы Adobe, давайте. И я проходил все это интервью, сделал тестовое задание, написал софт на Java, слетал к ним в Цюрих, мы пообщались, потом я вернулся, потом они думали целую там неделю, и потом со мной связался HR и сказал, что мы вам предлагаем 20 рублей. И я сказал, ребята, вы же знали вначале, что у меня сейчас 100. Они сказали, у нас вот Adobe для супер-синьор девелоперов, даже для синьор мы можем, 25 мы вам дадим. И все. Я отказался. Сказал, что нет. И, может быть, это было неправильное в тот момент решение, потому что у меня был доход, такой, не стейбл, но он получался у меня в размере, условно, 100 рублей. А они предлагали стейбл, full-time employment в Цюрихе со всеми бонусами, пакетами, социальными гарантиями, защитами, но на 25 рублей. И, конечно, не то, что конечно, а мне это стоило определенных усилий сказать в итоге нет. Я помню, как я сомневался, взвешивал. А все почему? Потому что меня промурыжили целых несколько недель, готовя меня морально к тому, что я уже их сотрудник. Так что подумайте, зачем они это делают. Следующий вопрос. Такой короткий, давайте. Как продать язык программирования или технологию бизнесу? Например, Clojure функциональный, как заинтересовать бизнес использовать его? Я думаю, что вы можете только какими-то цифрами, метриками, примерами. Если вы будете пытаться убеждать бизнес, пытаться вовлекать его, воодушевлять, у вас не получится. Вас в итоге будут воспринимать как сумасшедшего, который во что-то влюбился и пытается нас всех в эту секту включить. Вы только себя маргинализируете таким образом и получите только негатив на выходе для своего собственного реноме в этой компании.
Попытайтесь опереться на метрики, сделайте какой-то модуль на вашем этом Clojure и покажите, смотрите, я сделал его не на Java, а на Clojure. Он интегрируется в нашу Java экосистему, но что-то работает быстрее или что-то короче получилось. Смотрите, вот его размер. На Java это было 200 строк, а у меня получилось в 20 строк. На самом деле на Clojure это можно сделать. Он же одно из его преимуществ – это краткость, как у многих функциональных языков. В общем, пример нужен. Если бы я был вашим директором, вашим менеджером, вы бы ко мне пришли и сказали, я хочу на Clojure писать, даже при том, что я вроде бы понимаю Clojure, я бы не согласился просто так. Я бы сказал, покажите что-то. На одних словах не получилось бы. Дальше вопрос. Так. Я некоторые пропускаю, извините. Ваш топ-5 компаний в России для работы молодым специалистом. Я бы выбирал крупные компании. Яндекс, Сбер, Институт Сбера, Айри, куда, наверное, было бы каждому рекомендовал попасть, если вы как-то с искусственным интеллектом связаны. Берите просто компанию, которая крупная, Касперский, Тинькофф, размер, я много раз это говорил, берите крупный бизнес, там вы увидите процессы, там вы увидите стабильность определенную финансовую, на вас не будет влиять вот этот бизнес-дух, который в основном связан с поиском денег и их ненахождением. И вы будете часто очень вовлечены в процессы, которые вас как программиста не развивают. Вы будете участвовать в каких-то митингах денежных, которые вам не нужны, которые останутся в вашем прошлом потом и ничего вам не дадут как специалисту. Вас будут отвлекать, короче говоря, с целью заработать вами для себя что-то. Всякие стартап-фаундеры и прочие, они же вас воспринимают как, собственно, и крупная компания. Воспринимают вас просто как ресурс, как канцтовары. Вы для компании это не более чем канцтовары, с помощью которых они строят свой результат. Но если это крупная компания, то это окей быть там канцтоварами, потому что они платят стабильно, и вы можете сфокусироваться на развитии своих навыков как программиста и пойти дальше и стать более дорогими канцтоварами в следующей компании. Но если это маленький стартап, и там 3 человека, и вы 4-й, то на вас, как на этих канцтоварах, будут делать весь бизнес. И вы в итоге будете выжат как лимон, а развитие будет нулевое. Просто ищите крупные компании. И это, кстати, не я один так говорю. Я слышу это мнение уже от разных людей в том числе. Так, в какую область технологий в будущем и в программировании идти? В любую. Я думаю, я уже говорил, что мне кажется, квантовые компьютеры – это будущее. Искусственный интеллект – это, безусловно, будущее. Я думаю, что в какую бы вы ни пошли, если вы станете хорошим специалистом, вы не останетесь без работы. Даже если вы будете программировать на языках, которые как будто бы умирают, на каких-нибудь PHP, например, вот сегодня задавали вопрос. Типа он умирает. Или на языке Ruby, например, да, который тоже говорят, что он умирает. Ну, вы выучите Ruby, станете специалистом. Если вы хороший специалист в Ruby, вы через 5 лет станете специалистом в Python. Вам будет переквалифицироваться вопрос полугода. Не задумывайтесь прям, в какую область. Это не так важно. В любой области можно быть нищим и ничтожеством, а можно быть супергероем. Можно продавать на углу хот-доги, бутерброды. И быть бедным, и едва сводить концы с концами. А можно продавать бутерброды, построив Макдональдс. Тот же бизнес, та же активность. Тоже продаем бутерброды, гамбургеры. То же самое. Разницы никакой нет. Но просто один делает это как-то, а другой делает из этого крупный бизнес. Вот вся разница. Так что становитесь просто Макдональдсом. А что именно вы будете продавать? Это будут гамбургеры или контроллеры, или там, что вы пишете, биомеханистические протезы. Это не принципиально. Так, вопрос, видимо, по следам последних публикаций в Телеграм-канале. Говорят, что какой-то процент разработчиков в IT-компаниях вообще ничего не делает. Как такое происходит? Неужели это не видят менеджеры и коллеги-разработчики? Конечно, видят. Это видят менеджеры, это видят коллеги-разработчики. Но и менеджеры, и коллеги-разработчики, они такие же. Они тоже ничего не производят. И поэтому им все в порядке, им все нравится. Спросите у своего менеджера, который вами управляет, в каком-нибудь IT-проекте, вот сколько он
строк кода написал за последний день, месяц, год, и вообще хочет ли он это делать. Он вам скажет сколько, 0. Ну, да, даже не про строки кода. Вообще спросите у людей, сколько они тратят времени на работу. И даже не времени на работу, потому что сидеть в офисе и смотреть в монитор или разговаривать с коллегами – это не работа. Это просто присутствие на работе, присутствие в офисе. А вы спросите их, сколько у них на выходе получается каких-то измеримых продуктов. И, конечно, сейчас речь не идет о деньгах. Вы можете сказать, что он такой менеджер, что у него зарплата выросла за год. Но это метрика, которую мы не берем во внимание, потому что я предложил вам согласиться с тем, что вся система построена так, что бездельников, в общем-то, поощряют, и на них не то что поощряют, а они не вызывают сопротивления у системы. То есть системы, айтишные компании, да и, наверное, не только айтишники, но в айтишных компаниях это ярко выражено. Система имеет очень низкий КПД, очень мало пользы мы получаем от этого, от сгоревших материалов. Ну, КПД двигателя, мы в него вливаем 10 литров топлива, и он позволяет нам проехать 10 километров. Так вот, у нас мы вливаем 10 литров, а проезжаем 2 метра. И вливаем еще 10 литров, еще 2 метра. Мы могли бы проехать 10 километров, могли бы, но мы привыкли проезжать 2 метра. И мы это привыкли делать 30 лет назад, когда программирование начало превращаться в профессию. Когда были первые программисты, когда все начиналось, то было, конечно, не так. Когда это были люди, энтузиасты, они работали ночью, днем, они не успевали помыться и в туалет сходить. Тогда был КПД высокий. Но потом в эту профессию пришли все остальные. И когда они пришли, то оказалось, что все остальные работать не хотят, не умеют, не могут. И система потихоньку согласилась с тем, что у нас КПД вот такой. Что мы звоним этому условному Антону и говорим, у нас прод упал. А он говорит, и что? Мы ему говорим, так мы же ему не можем даже сказать, так подними, что ты штокаешь. Исправляй давай, а то уволим тебя завтра. Он таких слов не слышал за свою жизнь. Он, понимаете, да, что какому-нибудь, который за прод отвечает, никто в жизни никогда не говорил, если через 5 минут ты не включишь нам сервера, я тебя уволю. И программисту никто никогда не говорил, что если к следующему концу месяца не будет закончено вот эти вот 15 тикетов, то мы тебя просто уволим, причем с позором, с записью в трудовой книжке, что ты не справился, ты некомпетентный, и тебе вот черный билет или как там, волчий билет, и на этом все. Таких слов нет в индустрии в нашей. Такие слова есть в логистике, в транспорте, в медицине, я не знаю, в государственных службах такие слова есть. Они присутствуют, люди управляются так. А у нас бирюзовое тут все. И вот это с этим вот бирюзовым менеджментом, который мы развели, с тем, что мы суперграмотные, а юзеры наши супербезграмотные, то мы ими управляем, и юзеры, и менеджеры, и все остальные. Система привыкла к низкому КПД. И тут вы у меня спрашиваете, как так происходит, что они ничего не делают. Ну, это всем окей, это такой некий статус-кво. Так есть. И вот вопрос будет, как сделать по-другому, если вы придете в такую систему и скажете, ребята, а теперь мы будем работать по-настоящему. То вот тут какая будет реакция на это? И вы попробуйте выйти в своей группе, где вы работаете, в своем коллективе и сказать, что с завтрашнего дня мы будем измерять продуктивность программистов. А каждого, кто непродуктивный, мы будем увольнять в конце квартала. И вы увидите, что про вас будут думать. Вот не про ваш тезис, не про ваши метрики, а про вас лично. Вы лично станете неприятным человеком. С вами лично на вас будут коситься. Как на врага народа, который предлагает. Так, к сожалению, это так. Что с этим делать? Будем думать. Мы работаем над этим. Мы не опускаем весла. Есть проект Zerocracy, о котором, может быть, вы слышали, которым мы ожидаем от него действий решительных, которые приведут к изменению этой ситуации. Но для того, чтобы ее изменить, нам, конечно, нужно иметь рычаг определенный, то ли денежный, то ли ресурсный. Будем думать, как это правильно делать. Но то, что мы имеем вот такой вот КПД. И многие из тех, кто нас сейчас слушает, это именно люди, которые находятся в той части, которая
из бездельников. Надо это понимать. И поэтому, так сказать, я рассказываю, но я понимаю, кто в аудитории. Я понимаю, что большинство из вас слушает это все и кивает головой и думает, да-да, говори. Нам и так хорошо. Нас и здесь неплохо кормят, как тот попугай, которого на Таити звали полететь. Так, и сразу вопрос. Жива ли Zerocracy? Да, жива, я вам только что сказал. Идея никуда не исчезала. Платформа в open source. Все это еще нас ждет впереди. Не отписывайтесь, оставайтесь на связи, мы вас проинформируем. Вопрос. Почему вечный двигатель не создать? А искусственный интеллект, вы говорите, создадите через несколько лет. Вопрос, конечно, смешной с одной стороны, но я вам скажу так. Я думаю, что основная ставка сейчас делается на то, что искусственный интеллект, который мы создадим, который будет супер умный, который будет умнее, чем современный чат GPT, который будет General AI, который будет вообще любые вопросы решать, ставка на то, что он сможет решить многие ключевые проблемы, например, медицины. Вот сейчас почему у нас, условно говоря, люди умирают от рака? Или почему у нас инфаркты и инсульты? Номер 1 заболевание в мире. Где способ от этого избавиться? Почему мы стареем? Почему мы живем не так качественно, как могли бы? Значительно более качественно, чем 100 лет назад. Но все равно есть еще куда расти. Мы же жить можем и 300 лет, а не 70. Хотя раньше жили, как говорят, и средняя продолжительность была куда ниже. Почему? Потому что за многие эти годы ученые, то есть интеллекты некие, не искусственные, а живые интеллекты, которые находились в головах ученых, разбросанных по всему миру, преимущественно сконцентрированных в Америке, безусловно, они все вместе, занимаясь таким коллективным ресерчем, публикуя свои статьи, публикуя свои достижения, проводя эксперименты, двигались вперед, открывая все новые и новые способы лечения. Почему нельзя продолжить эту траекторию, но уже без ученых, без людей в белых халатах, Почему это не может быть искусственный ученый? И тоже их будет очень много. Их будет десятки, сотни, тысячи, каждый в своем сервере находящийся, который будет изобретать, читать статьи других ученых, делать из них какие-то выводы, изобретать. И, может быть, нам иногда давать, обезьянкам, куда менее интеллектуально развитым, давать команды, в какую пробирку что налить, чтобы провести очередной эксперимент. Дальше он будет смотреть на результат эксперимента и продолжать свои исследования. И в итоге такая вот армия этих искусственных ученых вполне себе может создать, не знаю, эликсир бессмертия. Таблетку, которую можно будет выпить, и организм будет жить 300 лет. Вот я думаю, на это делается ставка, и скорее всего к этому мы придем. Если не случится какой-то катаклизм, то мы доберемся до этой точки. И, видимо, они думают об этом, строят эти заводы со своими искусственными интеллектами, накачивают оборудованием, и в итоге получим... В общем, ученые уйдут в сторону, они просто станут бессмысленны, потому что уже сейчас чат GPT может написать условно-научную статью. Конечно, это будет низкого качества статья, и она будет в основном бестолковая, но уже формат он будет выдерживать, выводы он будет делать логичные, просто он пока не способен к каким-то большим открытиям. Но дайте еще время. Вот так выглядит будущее. Нас будут лечить, кормить, не в прямом смысле, не то, что к нам робот будет подходить и давать нам еду. Мы будем заниматься своей работой, руки и ноги будут у нас. Мы будем кормить, мы будем делать себе завтраки, обеды и ужины, но рецепты того, что мы должны употреблять в пищу и в кровь себе колоть, будут давать нам ученые, искусственные. Так, дальше вопрос. Сори, видите, мы не успеваем все вопросы. Так, тут спрашивают про Илона Маска. Мы сейчас видим, что Маск участвует в политике и сам буквально говорит, что делать другим. Может быть, моя теория о том, что Илон Маск это просто актер, нуждается в пересмотре, в том числе и о цифровых колониях. Я думаю, что один человек, одна личность, роль, точнее так, что
не может одна личность, одна отдельная личность или даже несколько личностей, явно представленных нам в публичном пространстве, не может эта личность иметь власть для принятия каких-либо серьезных решений. Почему я так думаю? Кроме, если отставить в сторону конспирологию, отойти от нее и опереться только на мой практический эмпирический опыт. Я какое-то время работаю в достаточно крупной компании Huawei. Эта компания так или иначе является моделью какого-то общества, страны. Пускай это, конечно, модель, она меньше, чем страна. 500,000, там чуть меньше 500,000 человек работает в компании. Представьте себе размер компании. И я вижу, как организованы процессы. Я вижу, как одна личность вообще не имеет никакой способности принять какое-то решение, отличающееся от уже намеченного и установленного курса, по которому плывет вся эта машина. Если такая личность попытается свернуть, определить какой-то другой курс, этой личности не будет там больше. Она будет сметена просто с горизонта, и мы забудем о том, кто на этом месте стоял. Личность может только немножко добавить своего, некого такого оттенка к тому решению, которое и так уже принято. Может выступить менеджер и сказать: я считаю, что ему уже решение принято, допустим, что мы будем, условно, например, инвестировать в технологии больших языковых моделей. Это решение принято корпорацией, это решение принято не одним человеком, это просто принято решение целым сообществом людей, каждый из которых влияет друг на друга через какие-то подковерные связи, через какие-то через какие-то зацепки, через какие-то связи в прошлом. Это слишком сложный механизм, в котором все скреплено и сцеплено. И вот этот механизм принял решение, что большие языковые модели – это направление следующих 3 лет наших инвестиций, миллиардных. И вот приходит ко мне менеджер и говорит: я решил, или I think, он мне говорит, I think, что языковые модели – это прям направление будущего. Я на него смотрю и слушаю его внимательно. Он может сказать: ты знаешь, я вот даже в журнале прочитал там в каком-то, что это его личное, да, он действительно прочитал в журнале, ему менеджер не говорил про этот журнал, он сам вычитал в каком-то там, и мне добавил эту вот приправу такую на этом. Но основное блюдо, которое он принес, это не его, он его не готовил. И поменять он его не может. Он не может прийти мне и сказать: слушай, тут вот мне сказали, что языковые модели, но я-то думаю, что это не нужное направление. Поэтому мы с тобой будем делать другое. Я на него посмотрю внимательно. Скажу: ты в своем уме? Как другое? Тебе же сказали, что делать. И он никогда этого не скажет. Он будет говорить то, что говорит система. И то же самое делает Илон Маск. В чем разница? Просто масштаб другой. Он точно так же является элементом крупного, большого, огромного агрегата, который движется в одном направлении на огромной скорости. Да, его поставили впереди на этот паровоз, посадили и сказали: будешь здесь сидеть и размахивать 2 красными флажками. И говорить, что ты ведешь этот паровоз, ты рулевой, но он по рельсам мчится. И на нем сидит Илон Маск впереди. И вместе с Дональдом Трампом. Вот они вдвоем сидят с 2 красными флажками, размахивают и говорят: мы поведем этот паровоз к победе. И мы все: ура, именно они способны. Но он по рельсам идет. Никуда вы его не поведете. Вы просто можете немножко сделать так, чтобы чай нам разносили чуть почаще в этом паровозе. Я так аллегориями с вами говорю, но я вам сначала привел вполне практический пример, как в корпорации это организовано. Никакой менеджер никогда не имеет никакой своей воли. Он не может сказать: я решаю потратить деньги на это, или я решаю сократить вот это направление. Вот уволить эти 200 человек – это мое решение. Это просто невозможно. Так не бывает. Ни в какой корпорации. Нигде. Нигде один человек не может принять даже такое решение – уволить 200 человек. Уволить секретаршу свою? Да, наверное, может. Это он решение примет. И то он посмотрит на HR, он посмотрит на всех вокруг, он посмотрит, никого ли он этим не заденет, не обидит. То есть это значит, что это решение уже сформировано, что эта секретарша уже может уйти. И она уже как бы не часть системы, и мы ее уже отрезаем. Ему осталось только сказать ей, пойти и сказать: слушай, дорогая, я решаю тебя уволить,
Ты недостаточно справляешься со своими обязанностями. Но если бы она с этими обязанностями справлялась, если бы у нее все было хорошо, если бы она всех удовлетворяла, и она бы была нужна системе, то он бы не уволил ее так просто. Это было бы сложно сделать. И, скорее всего, он бы избежал этого. Он бы попытался ее перевести в другое направление, сделать что-то другое. То есть люди действуют, находясь в больших системах, действуют минимально, а максимально опираются на действия уже продиктованные системой. И к этому я вас и призываю на самом деле. Если вы хотите сделать карьеру в системе, то старайтесь держать нос по ветру. Старайтесь делать то, что и так бы сделалось без вас. Старайтесь говорить то, что и так бы сказали без вас. Писать то, что и так бы написали. Идти туда, куда и так бы все пошли, даже если бы вы им не говорили. Давать такие приказы, которые и так бы были выполнены, даже без их отдачи. Истории про то, что вы с шашкой на коне врываетесь и говорите всем стоять, поворачиваемся в обратную сторону, вышли туда, а теперь мы все пойдем туда, это из детских мультфильмов. В реальной корпорации на вас посмотрят, похихикают в ладошку, и завтра вас там не будет. Так, следующий вопрос. Задавался ли я вопросом, почему на 0 делить нельзя? Нет, я таким вопросом, в школе задавался, безусловно, но потом перестал. Так, еще давайте один вопрос или два, и мы заканчиваем. Давайте такой HR-вопрос. Как бороться с токсичным лидом? То есть это руководитель команды. Этот человек поступает странно, как будто бы старается публично подколоть разработчиков в команде. Стоит написать в HR или напрямую высказать? Напрямую высказать однозначно нет. Однозначно вам не рекомендую вступать в прямые конфликты с людьми. Это прямая дорога к поражению. Вы должны для этого человека и для любого человека, особенно для человека, с которым у вас какой-то конфликт, вы должны быть максимально непонятны. В том смысле, что вы ему соперник или конкурент или враг. Вы можете быть откровенным и прямолинейным со своим другом, который точно за вас. Вот ему вы можете сказать: слушай, ты как-то разговариваешь со мной сейчас слишком грубо, как-то я обижаюсь на тебя. И если это ваш товарищ, то он вас поймет, потому что вы заодно, и у вас нет какого-то конфликта рабочего. У вас не за что конфликтовать, у вас нечего делить. Но если человек с вами что-то делит, например, это лидер, да, он, может быть, например, власть. Он чувствует в вас чувствует потенциал на замену на его месте. Или он пытается вас в перспективе уволить, пытается вас сократить, и тогда у вас идет борьба за зарплату вашу, которую вы получаете, а завтра получать не будете. То есть конфликт, есть о чем спорить. То вы должны сделать так, чтобы он в вас не увидел оппонента. Это первый шаг, однозначно. Избегайте прямых конфликтов, не высказывайте людям напрямую, что они вам не нравятся. Это тупик, это не приведет ни к какому конструктиву. Вы должны излучать абсолютный позитив в компании. Вы должны показывать, что вам вообще здесь все нравятся. Вот вообще идеальные люди. Это лучший коллектив, с которым я работал. Все такие талантливые, такие умные, такие заботливые, такие менеджеры вообще лучшие. У нас лидер команды – это вот моя удача, что я с ним работаю. Вот вы должны это всем транслировать. Но думать про себя, конечно, другое. Вы должны понимать, что вы имеете дело с врагом. И к этому врагу нужно подкрасться как-то. Вы должны сделать какое-то действие, чтобы он вас стал бояться. Или какую-то ситуацию. Вы должны стать автором какой-то ситуации, которая бы ему могла навредить. И он бы стал эту ситуацию опасаться. Самый простой – это шантаж, конечно. Вы можете найти какое-то событие, найти его какой-то поступок или даже спровоцировать его поступок и его задокументировать и сделать так, чтобы он попал в руки, например, HR, или не попал, но, возможно, бы попал. И сказать ему об этом, только опять же в ключе позитива. Сказать, что я хочу помочь вам. Я хочу спасти вашу репутацию, поэтому я вот здесь узнал, что вы вот пьяные приходили в пятницу на работу. Мне там видели люди, даже видео сделали, представляете? Но я им сказал это видео не отсылать в HR. Вот я сказал не отсылать. Вот такой я человек. Пытаюсь вам помочь. Но он-то поймет, что значит у вас была возможность его отослать. Значит, вы контролировали эту ситуацию. Значит, вы держали руку на этом пульсе. Значит, контроль у вас. Еще одно движение, и в следующий раз вы это видео отошлете.
И вы ему говорите: слушай, я его увидел, это видео, я как узнал, что они хотят это показать кому-то, я прям вообще вот сказал: удалите это видео. И они удалили. У меня только на телефоне осталось, но я его тоже удалил, наверное, я уже не помню. И он скажет: спасибо, ты мой друг. Но поймет, кто его друг, а кто не друг на самом деле. То есть создавайте ситуацию, которая будет на него давить. Но не вы. Вы лично не должны давить на человека. Вы не должны его быть прямым оппонентом. Вы должны быть его союзником. Ну, выглядеть так. А ситуация, которая, если он вам вредит, то вы должны искать способ создать ситуацию, которая начнет его атаковать. Какой-то третий должен быть, третья сила. И атака этой третьей силы должна вами как-то контролироваться, или вы должны ее организовывать. И, может быть, пускай он даже не знает об этом. В идеале, конечно, чтобы он даже не знал, откуда идет атака. Это было бы самым лучшим. А вы выступали бы, как в мафии происходит, а вы выступали бы переговорщиком, союзником, помогали бы, говорили, как справиться с этой проблемой. Но одновременно эту проблему и создавали. Ну, так бы вам рассказали в какой-нибудь мафии. Так, все, последний вопрос, друзья, и мы заканчиваем. Так, ну давайте немножко про политику. Вы спрашиваете, что сейчас происходит в Грузии и является ли это влиянием Запада. Я думаю, что там происходит что-то похожее на то, что происходило в Украине в 2014 году. Ну, безусловно, мы не можем сказать, что это рука Запада, но это, безусловно, не локальная ситуация. Безусловно, есть, ну, поскольку мы видим, как западные лидеры приезжают и участвуют, и все это обсуждают и публикуют, то, конечно, это процесс глобальный. Это, конечно, в нем каким-то образом заинтересованы силы, находящиеся за границами Грузии. Но что-то подобное пытаются создать, какую-то дестабилизировать ситуацию, пытаются, ну, я так понимаю, что это даже, может быть, даже не против России это делается. Может быть, это было бы слишком, ну, может быть, преувеличением сказать, что это вот пытаются навредить только конкретно России. Я думаю, что это в целом программа такая, общемировая программа, исходящая из центра, то есть из Лондона, например, которая направлена на дестабилизацию обстановки в странах третьего мира и второго мира. Грузия – это страна, скажем, второго мира, или, может быть, третьего-второго. Россия – это там второго, стремящегося, может быть, в первый мир. Вот сделать так, чтобы в этих странах происходила какая-то заваруха, так или иначе. Горячие точки организовывать по всему миру. Это может быть выгодно в самых разных направлениях. Это может быть выгодно и для экономики, и для социального устройства мира, и для в целом демографической ситуации, и для здоровья людей, для многих-многих аспектов нашей жизни. Наличие таких горячих точек в разных странах мира – это полезно, я так понимаю. Это, может быть, звучит не совсем гуманистично, то, что я говорю. Это звучит не позитивно, как бы. Я не призываю ни в коем случае к созданию этих горячих точек. Мне очень жаль, что так устроено человечество, что оно не может жить без огня, без войны. Но, видимо, те, кто у власти находится в глобальном плане, они, видимо, понимают, что война – это что-то неизбежное. И если мы ее совсем избежим и уберем, то она возникнет там, где мы и не ожидали. Например, в Лондоне. Или, например, в Нью-Йорке. Ну, нам не нужно, им не нужно, чтобы... Или, например, в Москве. Это неинтересно тем, кто руководит миром, чтобы горячие точки были там, где они живут. Поэтому, наверное, необходимо их организовывать там, где они не живут. Ну, вот Грузия попала под горячую руку. Можно их организовать, такую же заваруху можно организовать, да где угодно. Ну, вывести на площади людей, у которых зарплата не как у айтишников, это не такая сложная задача. Здесь не нужны ни искусственный интеллект, ни какие-то миллиардные инвестиции. А если и нужны миллиардные инвестиции, то их можно напечатать. Это тоже благое дело, которое, как понимает, я так понимаю, верхнее руководство, оно в целом помогает развитию, я думаю, удержанию стабильности. Вот так. Это такой контролируемый деструктив. Вот
мы контролируем эти точки, прилетаем туда, направляем своих политиков, освещаем это все в СМИ, все под нашим контролем, мы знаем, где следующее будет гореть, где мы ее будем тушить, как мы это будем тушить, все происходит по каким-то стандартным намеченным сценариям. Но нет неопределенности, как для них, я так понимаю. Вот мое такое видение ситуации. Ну, в общем-то, все. Спасибо вам большое за то, что пришли. Увидимся в следующий раз. В следующий раз будет на английском. В этот раз было на русском, если кто не заметил. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там обновления свежие. Приходите на мои лекции,